Всем привет, с вами Евгений, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня я расскажу про одну интересную новинку на рынке страйкбольного оружия, а именно MP7 AEG от VFC. По сути, это первая AEG-версия MP7 на рынке. До этого были ГББ-версия от Tokyo Marui, VFC и KWA, и AEG-версия от Tokyo Marui, и ее отвратительная реплика от китайской компании Well. ГББР это, конечно, круто и антуражно, но ее работоспособность сильно зависит от окружающей температуры. Например, в нашем климате играть с ней можно только пару летних месяцев или на закрытых полигонах с отоплением. Знаю, можно еще жить в Краснодаре и играть круглый год, но это не про нас. Основные проблемы MP7 AEG от Tokyo Marui — это пистолетный гирбокс, аналогичный тому, что стоит в электроглоках, и размеры, которые заметно меньше, чем у огнестрельного прототипа. То есть он не особо антуражный, и его очень сложно протюнить выше, чем на 90 метров в секунду. Единственным вменяемым вариантом тюнинга MP7 от Tokyo Marui является перевод его на ВВД при помощи кита от Bingo Airsoft и проверенной серийной ВВД-системы Polar Star Jack, ну или альтернативных экспериментальных отечественных разработок. Как вы знаете, у нас в команде есть MP7 от Tokyo Marui на ВВД от Polar Star Jack, и впечатления от использования только положительные. Если вы вдруг пропустили на него полный обзор, ссылка есть в описании. Все это, конечно, хорошо, но стоимость конкретно этого проекта перевалила за 80 тысяч рублей. И он все еще меньше по габаритам своего боевого прототипа, а значит далек от антуража. А значит не подходит игрокам, которые на этом заморочены. MP7 AEG от VFC имеет правильные габариты и полностью лицензирован компанией Heckler Koch. А это значит антураж и маркировки в полном порядке. Как и боевой аналог, пистолет-пулемет выполнен из пластика с металлической фурнитурой. Корпус, передняя складная рукоятка и магазин пластиковые. Планка Пикатини, прицельные приспособления, органы управления и ствол выполнены из алюминиевого сплава. В передней части имеется складная тактическая рукоятка. Чтобы ее разложить или сложить, ее нужно потянуть за клавишу в нижней части. По бокам ресивера есть крепление под дополнительные планки Пикатини, например, для фонаря. Самих планок в комплекте почему-то нет. Прицельные приспособления складные, представляют из себя мушку и целик-диоптер. Пользоваться ими можно и в сложенном состоянии. Приклад телескопический с 4 возможными позициями регулировки по длине. Можно выбрать подходящую. Тыльник приклада пластиковый, направляющие приклада металлические. Качество сборки на твердую пятерку. Все детали отлично подогнаны. Небольшой люфт имеет только приклад. Да, магазин не люфтит. Флажок переводчика огня двусторонний, переключается туго с четкими щелчками. Имеется автоматический предохранитель на спусковом крючке. Кнопка сброса магазина двусторонняя находится в основании предохранительной скобы. Магазин фиксируется надежно с четким щелчком. Вместимость магазина 120 шаров. Аккумулятор устанавливается внутрь ресивера. Для его установки нужно снять переднюю заглушку, разместить внутри батарею и поставить заглушку обратно. Нормально помещается аккумулятор 11,1 вольт емкостью 1100 мАч. Такой же, как обычно ставят в трубу приклада приводов М4 серии. Разъем мини-тамия. Пламегаситель накручивается на резьбу М11 на 1 правая. Чтобы установить глушитель, потребуется специальный переходник или специальный быстросъемный глушитель для MP7. Кстати, компания Acetec делает такую модель глушителя с трассерным модулем AT2000 внутри. В плане копийности боевого образца MP7 A1 от VFC имеет правильные габариты и все положенные маркировки. Единственная страйкбольная маркировка не особо бросается в глаза и подтверждает, что продукт лицензирован компанией Heckler Koch. В нижней части ресивера за пистолетной рукояткой имеется плашка с уникальным серийным номером. Перейдем к самому интересному, к внутрянке. VFC не стали копировать схему Marui с пистолетным гирбоксом, а разработали свой. Главная особенность этого гирбокса — цилиндр нормального объема, позволяющий прокачать штатный стволик. Вся цилиндропоршневая группа уникальная. Шестерней тут 4 штуки, тоже собственной конструкции. Устанавливаются на 8-мм подшипники. Пружина похожа на стандартную AEG типа равномерной навивки, но короче. Направляющая пружины быстросъемная, с подшипником и алюминиевым штоком.
Мотор свой уникальный, крепится к гирбоксу специальной рамкой. Проводка с электронным ключом, который отвечает за защиту контактной группы и отсечку холостых. Да, в МП-7 от VFC есть отсечка холостых выстрелов. По окончании шаров в магазине привод перестает стрелять. Чтобы возобновить стрельбу, нужно отомкнуть пустой магазин и вставить снаряженный с шарами. Клавишу сброса затворной задержки нажимать не нужно, это просто имитация. Кстати, с отомкнутым магазином привод тоже не стреляет. Хоп-ап свой уникальный. По способу регулировки похож на стандартный хоп-ап М4 серии. Он крепится к внешнему стволу и зачем-то к моторной рамке, поэтому, чтобы добраться до хоп-апа, придется полностью разбирать весь привод. Не самое логичное решение. Стволик и резинка хоп-апа стандартные AEG типа. Это большой плюс, так как без проблем можно сделать плоский хоп, сугра хоп или поставить резинку от Maple Leaf. Тестовый отстрел показал, что хоп-ап справляется с закруткой 30-х шаров. Из коробки можно уверенно попадать в ростовую мишень на дистанции 55-60 метров. Если поставить хорошую давилку с резинкой хоп-апа и использовать 30-е шары, то вполне реально получить дальность стрельбы около 70 метров. Даже в базе на эту дистанцию шары долетают, хотя не так кучно. Для пистолета-пулемета это более чем достаточно. По сути, мы имеем первый страйкбольный МП-7, с которым можно полноценно играть из коробки, без доработок и дорогостоящего тюнинга. Максимум, что можно сделать, это поменять резинку и давилку хоп-апа на плоские. Но если вы не уверены, что сможете разобрать и собрать такой привод, лучше ничего не трогать. Отсюда вытекает главный недостаток этого привода. Это достаточно сложная разборка привода для обслуживания хоп-апа. Вам на полном серьезе придется полностью разобрать привод, чтобы просто поменять резинку. Лично нам, чтобы правильно разобрать этот привод, понадобился примерно день. И еще больше времени, чтобы его собрать. Еще к недостаткам можно отнести полностью уникальный гирбокс, который сильно усложняет ремонт и тюнинг. Но привода от VFC обычно отлично работают в базе без каких-либо доработок длительное время. И правильным решением будет просто не лезть в привод, пока он не сломается. А к тому времени, скорее всего, на рынке уже появятся кастомные запчасти от каких-то производителей. Учитывая, что МП-7 от Tokyo Marui с тюнингом на ВВД нам обошелся более чем 80 тысяч рублей, цену в 30 тысяч рублей на МП-7 AEG от VFC, к недостаткам отнести у меня просто язык не поворачивается. Тем более привода от VFC никогда дешевыми не были. На основании первых тестов можно сказать, что мы имеем качественно сделанный копийный продукт, который не требует особого тюнинга из коробки. Насколько он надежен, покажет только практический опыт первых пользователей. Данный привод вполне может быть интересен всем тем, кому нужен копийный пистолет-пулемет для CQB, реконструкторам, которым МП-7 положен по киту, и просто игрокам, которые хотят качественный и функциональный продукт. Приобрести данный привод можно в магазине Airsoft Store. Ссылку я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях. И внимание, подписываться на канал. Не забывайте это делать, также не забывайте жать колокольчик. С вами был Евгеньевич. До скорого!